Считается нормальным, если вагинальные выделения имеют не сильный запах. Однако, если вам кажется, что они пахнут слишком сильно и неприятно, а также сопровождаются зудом, жжением или раздражением, то это может быть симптомом одного из следующих заболеваний. Если запах выделений рыбный, цвет серый или белый, консистенция жидкая, а при мочеиспускании возникает чувство жжения, это свидетельствует о бактериальном вагинозе, дисбактериозе влагалища. В этом случае врач назначит метронидазол или крем с клиндамицином. Обратитесь к врачу, если запах выделений неприятный, а цвет желтый или зеленый. Иногда может присутствовать и боль при мочеиспускании. Все это является симптомами трихомониаза и других заболеваний, передающихся половым путем. У зараженных мужчин какие-либо симптомы, как правило, отсутствуют, поэтому требуется лечение обоих партнеров антибиотиками. Практикуйте только безопасный секс и пользуйтесь презервативами. Это уменьшит риск заражения. Генитальный герпес вызывается вирусом простого герпеса второго типа и передается почти исключительно половым путем. Заболевание сопровождается образованием болезненных пузырьков или язв в области гениталий и ануса, а также неприятным запахом в этой зоне. Лечение при помощи ацикловира, фамцикловира или валоцикловира. Обратитесь к врачу, если запах выделений дрожжевой, а сами выделения густые и белые, могут появляться зуд и жжение при мочеиспускании или половом акте. Все эти симптомы свидетельствуют о грибковой инфекции, которая возникает при чрезмерном росте дрожжеподобных грибков во влагалище. В этом случае врач назначит флуконазол в таблетках или противогрибковые кремы, мази или суппозитории. Сильно пахнущие водянистые выделения могут быть признаками гормональных изменений между овуляцией и следующей менструацией. Во время гормональных изменений менопаузы у женщин также бывают сильно пахнущие водянистые выделения. На наружных половых органах есть специальные потовые железы. Они выделяют маслянистую жидкость, которая метаболизируется бактериями на поверхности кожи, из-за чего и появляется заметный запах. Иногда причиной ненормальных выделений является рак влагалища или шейки матки. Как же устранить неприятный запах? Не делайте спринцевания. Помните, что влагалище очищается естественным образом. Если вы соблюдаете правила гигиены в интимной зоне, то не нужно специально чистить влагалище или вмешиваться в процесс его естественного очищения. Для гигиены интимной зоны используйте мягкое мыло без запаха. Носите просторное хлопковое нижнее белье. Благодаря этому в области паха будет лучше воздухообмен, что особенно важно, если вы тренируетесь или потеете. Подтирайтесь спереди назад после посещения туалета, чтобы предотвратить распространение бактерий из области ануса к влагалищу. Меняйте прокладку или тампон каждые 4-6 часов, а лучше чаще. Ешьте йогурт с живыми и активными культурами, чтобы стимулировать рост нормальной флоры влагалища. Избегайте употребления продуктов, которые могут стать причиной неприятного вагинального запаха. К ним относятся кофе, алкогольные напитки, лук, специи и красное мясо. Примите горячую ванну с половиной стакана уксуса и половиной стакана соли, но этот способ поможет избавиться от вагинального запаха временно. Используйте пищевые добавки с полезными бактериями Lactobacillus acidophilus, например, феманол. Не наносите духи на область влагалища, лучше нанести их на внутреннюю поверхность бедер. Напоследок помните, влагалище не должно пахнуть детской присыпкой или полевыми цветами. Если вас очень беспокоит то, как вы пахнете, то можете поговорить об этом со своим партнером. Наверняка вы откроете для себя, что все в порядке.